Чухлома – один из древнейших городов Костромской области, который сохранил колорит уездного города XIX века. Почти все дома здесь деревянные. Церковь Успения Пресвятой Богородицы – самая старая из сохранившихся построек. Она упоминается в песцовых книгах Галичской осады первой трети XVII века. В 1730 году был возведен каменный храм. Именно эту дату принято считать началом истории церкви. А как начиналась история самой Чухломы, по сей день неизвестно. Судя по некоторым источникам, Чухлома стояла уже в X веке. Правда, не на этом, а на противоположном берегу Чухломского озера. Официальной датой основания города считается 1381 год, когда в Чухлому был сослан опальный московский митрополит Пимен. А спустя 65 лет сюда, в женский монастырь, сослали мать великого князя Василия Темного, Софью Витовтовну. В то время Чухлома была городом-крепостью, мощные укрепления которой позволили сначала отразить множество ударов казанских татар и черемис, а после, в XVII веке, выдержать осады поляками. С XVIII века Чухлома стала уездным торговым центром с регулярными базарными днями и ежегодными ярмарками, а лучшие особняки в ней принадлежали купцам. Чайная Большаковых расположена в центре города. Известно, что здание это принадлежало потомственному купцу Алексею Ивановичу Июдину. Часть его уже в 1841 году служила гостиницей. Рядом с чайной двухэтажное здание из красного кирпича, типичная постройка начала XX века. Это дом купца Ивана Михайловича Климова. На этой же улице находится так называемый дом Ильичевых, чей род известен с XVIII века. С Чухломой связаны имена мецената Федора Чижова, поэта Павла Катенина, писателя Алексея Писемского, философа Александра Зиновьева и народного артиста Михаила Пуговкина. Здесь ежегодно проводятся фестивали творчества «Играй, Костромская гармонь» и «Чухломская пуговка». Притягательна Чухлома и для русских людей, и для иностранцев, влюбленных в Россию. Вы еще не бывали в этих местах? Собирайтесь в путь!